Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья. Ну что же, продолжаем нашу распаковку. Я тут немножечко разобралась. Ну, первое, давайте вернемся к нашей совушке, у которой была вот отломлена эта веточка. Как вы видите, я ее успешно приклеила. А что использовала? Использовала вот такой вот клей, который называется капелька. Я думаю, в России и в Украине этот клей называется момент. Короче, в один момент мы починили нашу совушку. И разобралась, конечно же, с ножками моей зебры. Вот я их исправила. Помните, кто смотрел первое видео? Передние ноги у нее как-то были сломлены. Все стало на свои места. Вот. И еще что я сделала, наконец-то мы можем увидеть, какие бусы и сколько нитей мне пришло. Давайте поближе, теперь просто лучше видно 5 нитей. Все разные, но вот это вот вообще чудо чудное, впервые такие вижу. И вот эта вот бусинка, ну очень интересная. А так в кульке даже было и не разобраться, что здесь целых 5 нитей. А мы, наверное, будем продолжать. Вот здесь мы остановились в этой коробке и смотрим, что же у нас здесь дальше. Давайте достанем из коробки наши сокровища. И сейчас посмотрим. А вот это вот, конечно же, подарки. Ну, к подаркам чуть-чуть позже. Тут подарков еще много. Вот у меня тут с правой стороны еще что-то загадочное лежит. Что-то лежит. А здесь в вате. Что это у нас? Вот такая вот, друзья. Коробка мешает. Вот такая вот, друзья, погремушка. Очень тонкое стекло. Должно быть еще пару штучек. Посмотрите, какая необычная. Какая необычная, простая игрушка. Свободной, друзья, выдувки. Какая прелесть. Надо обязательно повращать. Я думаю, будет следующая такая же. Ну, не такая же, а вот такая еще погремушка. Я покупала, но я покупала другие. Ой, Катюша, щедрая ты моя душа. Как ты меня балуешь, ну не по-детски. У Кати коллекция. Она начала собирать елочные игрушки после того, как познакомилась с моим каналом. А сейчас, друзья, у нее коллекция такая шикарная, вы себе не представляете. И этот колосок. Ой, Катька, обещала мне подарить, потом прислала посылку. Колосок забыла положить. А я-то, знаете как, скромница. Я тут же напомнила, говорю, Катюш, а чё с дела? А где мой огромный колосок? И вот в этот раз этот большой, смотрите, какой огромный колосок приехал ко мне в подарок. У меня есть колосок, но поменьше, а такого огромного, шикарного. Ну, спасибо, Кать. Честное слово, посылка просто одни подарки. Но вот тут, я думаю, все-таки будут мои игрушки. Здесь у нас, сейчас достанем, здесь 2 игрушки. Ну и надеюсь, что вот это вот 2, те, которые я приобретала в Москве. Осторожно, друзья, осторожно. Да, наконец-то то, что я приобретала. Вот такая вот погремушка. Правда, прелестная. Вес, как у пушиночки, у этой погремушки. И вот с подарками, представляете, как это прекрасно будет выглядеть. Я когда-то снимала видео, где были вот только погремушки и, кажется, еще юла. Осторожненько. Да, это вторая.
погремушка. Вот эти вот две, вот эту и вот эту, я приобрела в Москве. Очень красивые. Легкое такое стекло, воздушное. Ну и самое, что удивительное, что это игрушки, друзья, свободной выдувки. А сейчас в основном игрушки формированные. А свободная выдувка встречается редко, да, метко. Игрушки свободной современные выдувки стоят приличных денег, потому что мастеров стеклодувов практически не осталось, не развивается как бы обучение. Ну и учились бы ребята на стеклодувов, но дело в том, что зарплата неадекватная, друзья, к вкладываемому труду, вот так бы я сказала. И поэтому я боюсь, что совсем скоро игрушки свободной выдувки станут просто недосягаемые. А здесь, ну, конечно же, опять подарок. Ну, как по-другому? Вот такая вот фанерная коробочка. А что же у нас, друзья, в коробочке? Смотрите, что мне подарили. Вот такие вот елочные флажки, сделаны, значит, из тонкого, вот только что я называла это дерево, флажки по мотивам открыток Зарубина. И вот с одной стороны есть рисунок, с другой стороны нет. А, вот, вспомнила, фанера это называется. Давайте быстренько посмотрим эти флажки. Вот первый, второй с мишкой. А многие коллекционеры обожают открытки Зарубина и их коллекционируют. Я признаюсь честно, я не особенный фанат открыток Зарубина. Знаете как, на вкус и цвет все фломастеры разные. Я предпочитаю открытки 50-х, 60-х годов. И уже вам говорила, что начала собирать годовики. Дальше, что у нас здесь? Следующий флажок по мотивам, конечно, Зарубина. Те, кто коллекционирует... А, тут даже, вот видите, вот шнурочек оригинальный, вот, на который нужно будет эти флажки разместить. Вот такая вот красота. А о чем я говорила? Те, кто собирает открытки Зарубина, наверняка узнают мотивы этих его открыток, а теперь вот перенесенных на такие вот деревянные флажки. И интересно же взглянуть, что у нас здесь написано на коробке. Елочное украшение, художник Владимир Зарубин. Представляете, 21 год. Вот кто-то додумался, зная, что открытки Зарубина ценятся среди коллекционеров новогодних открыток. И вот, пожалуйста, да еще как бы все права вот к этому изделию ограничены. Как правильно сказать, тут даже написано, подождите, все права защищены и принадлежат вот издательству «Речь». Вот так вот, друзья. Защищаем свои права. Давайте еще посмотрим вот эту вот коробочку. Почему? Потому что здесь, конечно же, подарок. Я прекрасно помню, что ничего похожего не покупала. Так, Московское производственное объединение «Иней». Набор елочных украшений «Талисман». 3 штуки. Вот так вот, друзья. Давайте смотреть, что же здесь за талисманы. Талисманы. Осторожненько. Одну секундочку. Пауза на 1 секунду. Ребята, взяла паузу на 1 секундочку, чтобы беспечно вот достать эти талисманы. И сейчас будем смотреть, что же здесь за талисманы. Здесь у нас шар с хрюшей. Я почему-то думаю, что здесь будет 3 поросенка. Но написано талисманы на коробке. Вот, все-таки я права. Талисман, хрюша. А, это же производство
более-более современная. Кстати, сейчас посмотрим на коробке, какой год производства. У нас же, я не знаю почему, из какой радости, из какого перепуга мы вдруг стали отмечать как бы год там, я не знаю, крокодила, свиньи, чего там, белого кролика, красного кролика. Какое мы имеем отношение к китайскому Новому году? Понятия не имею. Я, во всяком случае, к этому не привязываю ни малейшего внимания. Для меня это совершенно чуждо. Здесь написано талисманы было, да? А внутри 3 поросенка. Вот они, 3 поросенка. Спасибо за такой подарок. Есть винтажный советский набор 3 поросенка. Коллекционеры прекрасно знают. У меня его нет и, наверное, не будет. Потому что стоят эти игрушки каких-то колоссальных денег, друзья. Я пока что ни один банк не ограбила. Поэтому... А вот здесь, надеюсь, будут мои игрушки ватные. Потому что смотрю, вот Белпочта я покупала в Белоруссии, что очень даже, друзья, непросто купить в Белоруссии ватные игрушки. Во-первых, там предложение очень маленькое, не сравнить с мешком вообще никак. А цены, друзья, в Белоруссии очень дорогие ватные игрушки, катастрофически дорогие. Но вот как-то мне удалось найти по более-менее приличной цене вот такую вот балерину. Это вторая балерина в моей коллекции. Вот как она ножку изящно держит. В прекрасном сохране. Есть вот только 2 пятнышка. Эти пятна я... Ой, и бантик здесь у нее, посмотрите. Раз чудесная балерина. За шею, конечно, повешенная. Мы это исправим обязательно. Но просто раз прекрасная балерина. И должна быть еще, друзья, редкая игрушка. Это, скорее всего, именно она. Да, это пионерка. Вот она, красавица. Редкая ватная игрушка. Пионерка. Красота. Какая у нее коса роскошная. А еще там была приобретена девочка на качелях ватная. А с ней такая история произошла. Она не попала в посылку, потом уехала в Москву, потом ее забыли, вот сейчас опять в Москве. И ждать мне еще придется ее, наверное, следующий год. Ну ничего, дождемся. И девочка на качелях тоже ко мне когда-нибудь прибудет. Ну, пионерка, конечно. Вау, вау, вау. Счастлива. Я просто счастлива, что она теперь у меня, друзья, есть. Вот какая красавица. Здесь мы разберемся с этими всеми нитками. Как-то странно, смотрите, она подвешена. Наверное, распушилась вата от ниточки, от подвеса. Просто прелесть прелестная. Наверное, давайте их вот так вот где-то поставим. А я вам сейчас что-то очень интересное покажу и чем-то пошуршу. А вот чем, ребята, извините, шуршание. Вот какое у меня добро. Это, смотрите, старая бумага, гофрированная, или как она правильно называется, креповая бумага. Старенькая. Сейчас я вам скажу, какого производства. 78 год. Произведена была в Прибалтике. Короче, моя знакомая надыбала вот такую вот бумагу. Я ей говорю, бери, бери, срочно бери, потому что среди коллекционеров старая креповая бумага — это просто богатство. У меня, кстати, ни одной игрушки ватной парижской коммуны, где применялась вот такая вот бумага, нет. Ну, мало ли, а вдруг когда-нибудь появится, тогда что? Ну вот появится, тогда что? Как? А вдруг нужно будет что-то реставрировать?
А современная креповая бумага имеет совершенно другой состав. Поэтому, ну это, конечно, не 50-е годы бумага, но вот это вот, смотрите, вот это вот белая креповая, такая вот молочного цвета, это, конечно, мечта каждого коллекционера, который когда-нибудь будет хотеть что-либо отреставрировать. Короче, Катенька по моему совету бумагу приобрела и по-честному каждый вот рулон посередине вот так вот разрезала. И, как говорится, тебе половина и мне половина. Катюш, спасибо за царский подарок. А подарки не прекращаются. Потому что вот здесь еще у нас, представьте себе, такое огромное количество. Это, друзья, не просто проволока. Это снежок, не снежок, а дождик москабеля. Ну просто, вот просто такое огромное количество. Спутанный и запутанный. Как же его? А вообще-то этот снежок, ну он такой вот, не снежок, а дождик, он в таком вот прекрасном сохранении, не потерял, не помутнел. Можно использовать тоже во время реставрации игрушек москабеля. Так я думаю. Хотя они у меня все... Так, а здесь что? Ой, а тут в снежке еще один подарок. Вот такой вот, друзья, фонарик. Прелесть прелестная, чудо чудесное. Вот такую вот посылку я, друзья, получила. Подводя итоги. Ватные игрушки. Что у нас было? Пионерка редчайшая. Зебра, которой мы исправили ножки. Где-то здесь у нас еще была сова. Там где-то остался у меня еще в сторонке пингвин. А у этого пингвина, помните, еще оказался и маленький сыночек. Ну, в общем, день удался. Прелесть прелестная, чудо чудесное. Вот такая вот радость в моем доме. А вот игрушки авторские Анечки я обязательно, друзья, сделаю отдельное видео. И мы все подробно рассмотрим. Красота! Не забывайте оставлять свои комментарии, ставить лайки, дизлайки. Ну а пока-пока. До новых, друзья, встреч!